Я просил. Я много раз тебе объяснил. Я хочу остаться в памяти, в головах близких людей, неким мифическим образом. Я хочу, чтобы от меня остались лишь мое имя, фамилия и картина. А все эти фото, видео, все должны исчезнуть вместе со мной. А лучше, чтобы этого и вовсе не было. Да ладно тебе, я же для себя снимаю, на память. Для тебя я существую здесь и сейчас. А в этих видео на память смысла не вижу совершенно. Все равно они лишь забивают память телефона, и никто их потом не пересматривает. Что такого-то, не душни. Ну скажи что-нибудь. Что? Что такое? Что, например? Все, что меня волнует, я вкладываю в свои картины. Не душни, скажи, что ты хочешь сказать, что тебя волнует сейчас. Ладно. Если это единственное видео, которое после меня останется, я хочу сказать, что очень люблю людей. Всех, в общем. Тех, кто окружает меня и существует вокруг меня. В общем, тех, ради кого мне себя не жалко. Юсь, тут твои детские рисунки. Они тебе нужны или их выбросить? Где? Я сюда на стул положу. Стоп! А вот про этот портрет я точно помню, что срисовал его с кого-то из знакомых. Только я не помню, с кого именно. У нее есть какие-то знакомые черты лица. Но у меня полное ощущение, будто она намеренно вычеркнута из моей памяти. Ладно, это все следует как следует обдумать.
Мне кажется, я просто выдаю желаемое за действительное. Возможно, я просто не могу смириться с тем, что эти рисунки сейчас совершенно ничего не стоят. Но я, понимая это, пытаюсь им придать хоть какую-то ценность. Дабы они не были просто выброшены. Да черт его знает. Покажешь, что нарисовал? Ну, было бы что показывать. Будь у меня хоть больше времени, я бы доработал. Перерисовал, может быть. Да ладно тебе. Зашибись, все вышло. Как думаешь, у меня на полках будет хорошо смотреться? Тебе виднее. Странный ты. Я бы так никогда не рисовала. Красиво. Знаешь, прости, мне кое-кому еще надо показать. Я верну. Обязательно. Почему ты вообще рисуешь? Я хочу узнать, что тебя подтолкнуло. Не вот это, а что конкретно? Подтолкнула. Костя. Привет. Ты чё так долго? Чё так долго копал? Я картину новую нарисовал. Серьезно рисовал картину, даже не верится. Ну, Иосиф, ну, это говно, честно. Ну, как мне вообще это комментировать? У тебя реально дар от природы, но при этом ты его растратишь на откровенную херню. Вот у тебя даже самые лучшие работы у меня в отдельной стопке хранятся. А это, конечно, претендует на искусство, но в итоге порнография какая-то, без обид. Это субъективно, опять же. Ты также говорил про мою картину уже с разбитой видеокамерой. Вот. Вера ее к себе в рамку поставила. Не будет. Ты просто пытаешься, не знаю, с бабами. Почему ты думаешь только о бабах? Ты должен только думать об искусстве. И рисовать хорошие картины, а не вот это. Понимаешь? Ну, почему ты... Ну вот зачем ты про Леру вот свою говоришь? Вот зачем это? Вообще ты относишься к ней снисходительно? Кость, почему ты ставишь крест на ее вкусах просто из-за ее пола? Как так можно? В смысле, как так Ей, можно? например, Энди Уорхол нравится. Ну это не показатель вкуса, слишком он уж В смысле, это великий художник. Она его по-своему понимает. Да она обыватель, Иосиф. Это знаешь, как сказать? Да, я читал Гюго, но Донцова мне больше нравится. Просто, понимаешь, если ты вот ей дурманен, вот ибо слишком просто ты влюблен. Если вот смотреть объективно, ее мнение правда ничего не стоит. Вот, ты просто прислушайся ко мне. Пытайся рисовать от себя. Не лезь туда, где еще не нащупал почву. Просто рисуй так, чтобы это было, но словно полет фантазии. Полет фантазии. Да. Похоже, пришло время полностью понять, что к чему. И сколько не рылся в семейных альбомах, так и не смог найти ни одной фотографии с той девушкой. Поэтому пора окунуться туда, куда я бы иной раз не рисковал лезть. В свое сознание. По правде говоря, я и сам до конца не понимаю, что он целиком из себя представляет. Вот единственное мое предположение,
что здесь каждый из нарисованных мной детских образов оживает. В остальном же мне нужно каким-то образом объединить их в нечто единое и, составив картину у себя в сознании, просто принести ее на бумагу. Поскольку это мой самый первый из ныне оставшихся рисунков, я совершенно не помню, что сподвигло меня его нарисовать. Однако его аура меня весьма умиляет. Ну что ж, пойду искать. Я не знаю, что это за чувство и как его описать. Однако это что-то очень приятное и умилительное. Ведь, можно сказать, я смог встретиться с 7-летним собой. Точнее, не совсем так. Я будто смог вновь почувствовать себя тем 7-летним мальчиком. Прости, что подкрался. А что за ритуал ты тут делаешь? Мне интересно. В течение этого года я ежемесячно прихожу на этот ручей и кидаю в него 4 цветка. В надежде снова увидеть мираж своего брата, который пропал в этом лесу. А что за мираж? Можешь подробнее рассказать? Иногда я вижу его. Там, вдалеке. Он смотрит на меня и машет мне рукой. Тогда я пытаюсь догнать его, но он исчезает. И мне остается жить ради одного дня в месяц в надежде, что я смогу догнать его. Ну а почему ты не подождешь его здесь, пока он сам не придет к тебе? Как-то раз я споткнулась и даже не успела выбежать в поле, но он даже не сдвинулся с места. Ну вот опять. Если учитывать, что этот мираж тоже часть моего сознания, то что будет, если я попробую переместиться в него, тем самым задержав на некоторое время? Ну вот, еще чуть-чуть, у меня должно получиться материализоваться в нем. Спасибо тебе. Раз уж ты исполнил мою мечту, позволь мне пойти с тобой. С удовольствием. Иосиф, нам пора бежать. Нам нужно прямо сейчас бежать к тем шторам, пока эта рука не стерла здесь все, в том числе и меня. Она — это твоя кратковременная память, и если мы не добежим до туда, то ты навсегда меня забудешь.
Постичь иные способы существования, иные реальности. Это цель, движимая мною с самого рождения. Я всегда ставил себе грандиозные цели, и одной из них было мое сильнейшее желание изменить сознание людей, соприкасающихся с моим творчеством. И что же вам удалось увидеть на сей раз во время медитации? То, что я всегда искал в себе. Рай. К нему я стремился всю свою жизнь. И найдя его, я хочу всем людям указать путь к нему. Я всегда был искренне уверен, что где-то глубоко внутри человеческой психики и полушариях головного мозга скрыта истина, которая поможет поднять общество наверх, на иной уровень развития. И как видишь, я не ошибался. Каким образом она это сделает? Для начала, при помощи истины, человек полностью проанализирует физиологические и духовные потребности своего тела. После того, как каждый это сделает, общество придет к осознанию того, каким образом нужно его обустроить, чтобы прийти к абсолютной гармонии с окружающим миром. Как базис своей философии, я предлагаю свою картину «Новый мир», которая пока что находится лишь в моей голове. Однако я уверен, что спектр ее воздействия будет настолько велик, что лишь взглянув, человек уже сам все поймет. Только моя картина – это не картина в привычном смысле этого слова. Это картина, внутри которой в прямом смысле проистекает жизнь. Это картина, которая никогда не застынет, и попасть в которую сможет абсолютно каждый по своему собственному желанию. Мне кажется, пора заканчивать наш опыт. Еще немного, и я умру от жажды, честное слово. Раз ты все еще можешь говорить, значит тебе не так уж и плохо. Неужели ты не понимаешь? Ведь благодаря нашему опыту мы сможем внести огромный вклад в человечество. Как еще можно понять, сколько человек может продержаться без воды? Честно говоря, я только о воде и думаю. Я тоже. Зато после опыта можешь выпить хоть целый океан. Знаешь, какое-то блаженное чувство. Умыться холодной водой. Словно заново обрести надежду, свободу. Смотри, вот получается, как часто эти руки появляются? Где-то каждые плюс-минус 15 минут. Это выходит, мы каждые 15 минут должны искать эти шторы, заходить в них и снова перемещаться по разным пространствам. Да? Да. Эти шторы являются как бы таким порталом, через который мы с тобой переходим в другое пространство. Ну, как я вижу, ты уже это понял. Хорошо. Черт, я больше не могу. Ребят, подойдите, пожалуйста. Значит, в этом пространстве мне тоже нужно забрать с собой какой-то из детских образов, дабы затем переместить его в следующее. У вас воды случайно не найдется? Да, конечно. Возьмите. Полейте на нас остатками. Да. Полить? Полей. Да, прям на нас.
не долил. Фу. Ну, а теперь давай попробуем выпить хоть весь океан. Мам, можешь помочь? Угу. Подскажи, откуда я эту девушку знаю? Ты уверен, что срисовал с реального человека? Где ты взял? Ну, в смысле, где взял? Так, знаешь что, мне сейчас некогда, давай потом. Давай сейчас. Ну так взгляни и скажи мне. Иосиф, я сейчас очень занята, давай потом. Ну мне это поможет. Вот, мам, прям... Иосиф, иди! Я ее точно знаю. Иосиф! Может, отдохнем? А то после горохового поля ноги заплетаются. Я полностью тебя поддерживаю. Осталась вода еще? Да, конечно. Здесь ее неограниченное количество. Пей, сколько влезет. Знаешь, не знаю, интересно ли тебе, но я бы хотел прожить всю свою жизнь с самого начала. По-другому. Более осмысленно. И почему же тебя такие мысли посещают? Ну, не знаю. Просто я, наверное, много чего упустил. Много возможностей, много качеств себе не воспитал. Вот есть вещи, которые, как ни старайся, уже не восполнишь. Они должны прижиться в человеке еще с детства. На самом деле, я просто хочу вновь испытать те эмоции, которые давно утратил, став взрослым. А разве говоря нечто подобное, ты сам ребенком-то не являешься? Вера также говорила. А она даже один раз сказала, что я и не мужчина толком. Ну, еще не мужчина. А сейчас вот я так думаю, разве ребенок не более живой, чем взрослый? Как по мне, жизнь-то постепенное разложение. Годами мы лишь теряем энергию и силы. Не знаю. Я бы все отдал, чтобы снова почувствовать себя маленьким. Вернуть первые года жизни, когда мир был, когда все неприглядные и непонятные вещи казались настолько чуждыми, что твой мозг их просто не воспринимал и не складывал свои картины мира. И мир оставался таким же прекрасным, как и ранее. Стой! Кто это такие? Я встречала их ранее. Как я поняла, эти существа находятся на другой ступени твоего сознания, но при этом пересекаются с той, в которой мы находимся. Они как мираж нам представляются. К слову, нам на удачу, что мы с тобой их встретили, потому что они находятся на одной ступени с рукой. И когда пересекаются с ней, то исчезают и продлевают этому пространству жизнь. Как минимум на минуту с каждого. Но я до конца не понимаю, что они себя представляют. И вот продлив пространство, они сами умирают?
Знаешь, сложно сказать, так как они, как и все, что здесь находится, являются частью твоего сознания. Но знаешь, что самое интересное? Они единственные существа, кто кардинально может изменить это пространство. Своим исчезновением они продлевают этому пространству жизнь и тем самым помогают нам. И ты их создал только ради этого. Исчезли. Выходит, теперь благодаря ним у нас есть время, и нам торопиться некуда. Предлагаю отдохнуть. Пойдем. Знаешь, я очень тебе благодарен за то, что ты проходишь этот путь вместе со мной. Все в этом пространстве подчиняется твоей воле. Не забывай об этом. Я понимаю, но разве у тебя нет своей цели, своей собственной? Теперь есть. Потому что ты сам этого захотел. Ты смеешься, Только что ты захотел. смеешься надо мной. Не смеюсь. Ну, вот смотри. Закончи картину. Мы пройдем весь этот путь. И разве ты не начнешь жить своей собственной жизнью, независимой от меня? Как тебе сказать? Я никогда не была куклой, которая покорно следует за своим создателем. Но при этом, о чем бы я ни мечтала и чего бы ни хотела, я все равно создана твоим сознанием. Во мне есть очень много чего от тебя. И так будет, несмотря ни на что. Но я, как и все живое, стремлюсь к свободе. И поэтому, когда я помогу тебе выполнить твою мечту, то хочу стать совершенно свободной. Как бы грустно это ни звучало, но я стану уже использованным образом. И буду тебе не нужна. Но знаешь, я все равно благодарна тебе. Ты помог исполнить мне мою мечту и сбросить с себя этот тяжелый груз. Кого бы я дальше не встретил, ты самая прекрасная и добрая, что было мною создано. Посмотрим, скольким еще своим музам ты это скажешь. Ну нет, чем хуже людей я встречаю в реальности, тем идеальнее образы мною придуманные. Понимаешь, это своего рода эскапизм, наверное, но в противовес чему-то мрачному и депрессивному хочется создавать нечто светлое и прекрасное. Извините, можно поинтересоваться? А вы что делаете? Приукрашиваю реальность. А зачем для этого красить листву? Мне вот кажется, что лес прекрасен в своем первозданном виде. Ну как сказать, это определенный перформанс. В лесу? Да кто вас увидит-то? Нет, ты не понял смысл моих слов. Это мой личностный перформанс. Уж знаешь, осенью как-то хочется, лето. Что-то надоело. Не знаю, осень это вот время года, которое я максимально пытаюсь оттянуть. Я не хочу, чтобы она наступала. Потому что в осенью всегда, знаешь, меня преследует тревога и подавленность. Поэтому я искренне сочувствую людям, которым симпатичен этот ужасающий для меня сезон. Осень, осень. Я давно еще предполагал, что мой осенний стресс это нечто нездоровое. Собственно, как и мое ежедневное копание в этом альбоме. Как бы мать у меня его насильно не отобрала, ведь я уверен, что она от меня что-то скрывает.
Я уверен, что образ осени в моем сознании – это очень важная зацепка. И она не могла возникнуть сама по себе. Итак, как я помню, этот самый стресс впервые возник у меня где-то 10 лет назад. Собственно, уверен, что по фотографиям я смогу что-то откопать. Ведь мой отец тогда как раз купил новый фотоаппарат, который тогда эксплуатировал по полной. Есть! Моя интуиция меня не обманывала. Так. Я припоминаю, что родители в тот год как раз уехали за границу без меня. Но где и с кем они меня оставили, я не помню. Но кажется... Теперь до меня дошло, что это конкретно было за ощущение. Это было чувство полного одиночества, след от которого чувствуется мной до сих пор. Быть может, именно от него родилась моя отстраненность от матери, которая с какого-то момента стала для меня совершенно чужим человеком. Возможно, что с того момента я почувствовал себя брошенным. Меня бросили. Причем бросили навсегда. Это ощущение меня так сильно тогда травмировало, что я не могу его побороть и по сей день. Мама и папа. Ну, знаешь, раз уж мы заговорили о нашем будущем, я очень хочу, чтобы у нас был сын. Почему бы и нет? И по правде сказать, мне хочется, чтобы он был художником, и каким-нибудь поэтом, и, возможно, даже посвятил мне одно из своих произведений. Ну, ты же понимаешь, что в творчество идут не от хорошей жизни. Не от хорошей жизни. Да, не от хорошей. Мне вообще назови хоть кого-то, у кого жизнь хорошая. Не знаю. Чего ты молчишь? Ну вот видишь, мы все несчастны, просто кто-то из нас говорит об этом открыто, а кто-то просто молчит, делает вид, что хорошо, и, собственно, о том же самом и говорит. Ну, ведь именно негативный опыт заставляет человека идти в творчество. Ну, в таком случае я просто его буду закалять, и все. Я не знаю, будет это хорошо или плохо. Но это, наверное, поможет ему. Но опять же, наверное. Ну, блин, творческий человек должен понять всю эту жизнь во всех ее ипостасиях. Да, и в негативных тоже. Зачем его охранять? Ну, не бывает худо без добра. Это опыт, это переживание, это понятие этого самого мира. Это верно. Не, конечно, у нас будут с ним какие-то разногласия, еще что-то. Это, в принципе, нормально, когда они есть. Но я надеюсь, что если все будет настолько плохо, хотя мне кажется, что не настолько, но, в общем, я думаю, что он меня простит в любом случае. Конечно, простит. Только мне главное не перестараться. Да. Можно сломать человека. Это верно. Но лучше бы была дочь. С ними как-то попроще. Да? Да. Но найдет себе мужика, и не придется заниматься творчеством. Другой профессией. Будет жить за счет другого. Мы просто выпустим из гнезда. Быть дочерью — это прекрасно. Говори по-своему. Потом, когда она будет уже взрослой матерью, она будет думать о том, какой же у нее будет сын. Как она его будет закалять. А закалять будет нечем, да? Потому что просто родится дочь, у нее будет хорошая жизнь. Просто хорошая. Нету хорошей жизни. Ты сама об этом сказала. Ну ты так думаешь, да? Вот. Я тебя не понимаю. Ты только что мне доказывала, что хорошей жизни нет. И сейчас говоришь, что у нее будет хорошая жизнь. Ты уже определись, пожалуйста.
Ладно, тебе все хорошо. Правда. Все хорошо. Да. Да? Да. Ну и каково тебе второй раз за последние сутки видеть, как тебя другие люди представляют? Увы, я соткан из множества представлений обо мне. Самых разных. Конечно, это одновременно больно и интересно. Знать, как себя видят другие люди. Но, честности ради, сам себя я всегда вижу жалким человеком. Да я не один такой. А касаемо их родителей, я их простил. Хоть у меня и выбора не было. Но простил. Пойдем? Пойдем. Спасибо, что весь этот путь прошла вместе со мной. Но дальше я пойду в одиночку.
Мальчик, сыночка, мы с твоим папой едем отдыхать. А ты пока останешься со своей двоюродной сестрой, с Машей. Угу. Скажу тебе честно, мне как-то страшно оставлять Иосифа с ней так долго. Он ведь видит ее даже в первый раз. Да и сам я, честно говоря, пересекался с ней до этого всего лишь раз. Ты понимаешь, я считаю, что Иосиф должен научиться контактировать с другими людьми. Он у нас ужасно социальный. Если мы его не научим этому сейчас, мы не научим его этому никогда. Когда у меня кончилась бумага, я все равно не мог остановиться и продолжил рисовать на стенах. Ведь внутри меня было столько эмоций, столько сил, что меня уже было ничем не остановить. Я был настолько огорчен, настолько шокирован, обижен на себя за свое бессилие, которое не помогло оказать ей никакого сопротивления. Единственное, что мне хотелось, это где-то выразить все, что я испытал, и постараться представить в своих рисунках то, как бы я стал жить дальше, если бы смог забыть об этом изнасиловании и жить без него. Вывод был бы все равно неутешительный. Я все равно остался один. С тех пор я ни разу не сходил в тот подвал, ведь именно он навевает на меня ужасные воспоминания, за которые мне стыдно, и от которых я и моя мать когда-то постарались избавиться. Моя мать, узнав об этом, прогнала сестру и стала водить меня по психологам. Да и я сам тогда еще не до конца понял, что такое со мной случилось. Ведь я был мал. Память просто вычеркнула это воспоминание. Однако его влияние преследовало меня всю мою жизнь, хоть я и сам того не подозревал. Знаешь, узнав всю правду, молодела только одна мысль. Я должен убить ее, так как раз я не смог убить воспоминания о ней в своей голове, значит должен убить ее в реальном мире. Иосиф, что ты такое говоришь? Понимаешь, я соткан из множества представлений обо мне, самых разных. Твое оказалось далеким от истины. Убийство. И убийство — это единственное, что может избавиться от этого навязчивого образа в моей голове. Избавиться от позора, на который меня обрекла. Как ты представляешь вообще мою дальнейшую жизнь, если все мое творчество, все мои поступки, все, что со мной происходило, это всего лишь следствие этого позора. Понимаешь? Я не могу забыть ее. Я не могу избавиться от навязчивого образа, потому что мысли о ней ежесекундно звучат в моей голове. Почему ты вообще хочешь, чтобы кто-то еще страдал из-за твоей травмы? Почему ты вообще решил, что имеешь право лишить ее жизни? Потому что она несомненно виновата в том, во что моя жизнь сейчас превратилась. Если бы не этот
навязчивый образ, который постоянно маячил перед моими глазами, я, быть может, стал бы более решительным, не совершил бы столько ошибок. Понимаешь, вопрос этого преступления – это вопрос моего личного очищения и искупления, за что неоднократно совершалось в моей ванне с ним в подвале. И все-таки помни про главное, Иосиф. Что под действием этого ужасного случая ты создал свою лучшую картину. Это несоизмеримые вещи. Я сказал тебе главного. Убив ее, я после накажу себя. Я совершу самоубийство, поскольку, будем честны, дальнейшая жизнь с таким клеймом ничем хорошим не светит. А жить как раньше мне не выйдет. Ты даже не представляешь, как я хочу жить. Но это возможно встретить другого человека, в котором я смогу совершить еще сотню поступков, за которые мне будет стыдно. Но я мечтаю избавиться от собственного я. Я смотрел всю жизнь, на всю свою жизнь сквозь призму детских воспоминаний. Я жил по сценарию, который написал сам себе еще в детстве. Я хочу избавиться от этого всего. Избавиться раз и навсегда. Чтобы я мог делать поступки, не стыдясь и ни в чем не давая себе отчет. Хочу начать жить на полную катушку. Тогда я уже не буду бояться, как те или иные поступки отразятся на моей личности, так как моей личности уже не будет. Останется только тело, которому ничего не будет мешать, которое станет полностью счастливым, так как избавится от всех предрассудков. Но неужели тебе себя не жалко, Иосиф? Тебе не жалко всех тех страданий, которые просто уйдут впустую, и ты просто проживешь жизнь неудачника, который действительно был талантлив, но так и не смог реализоваться. Экстаз, когда я вложу в нее нож, охопит абсолютно все. Понимаешь, мне же ничего хорошего не светит. Эту рану, оставленную после изнасилования, ничего не залечит. Я говорю себе чудовищные вещи, но всю жизнь я желал людям только хорошего. Я своим творчеством пытался осчастливить людей, взбодрить их. Сказать, что в этом мире есть нечто милое и прекрасное, ради чего стоит жить. Я не понимаю, за что мне это? Я всем желал добра. Даже ей. Ну а представь, что твоя сестра уже тоже стала совершенно другим человеком. И она уже искупилась в своих грехах. Я в это не верю. А если и так, она должна быть наказана. Ибо все мы несем ответственность за наше прошлое. Некуда деваться ему.
Иосиф, я понятия не имею, нужны ли будут тебе эти слова сейчас, но я хочу извиниться. Знал бы ты, как стыдно мне за то, что тогда произошло со мной. Но ведь теперь я раскаялась. Раскаялась перед Богом. Ну же, не молчи. Посмотри на меня. Я лучше глаза себе выколю, чтобы больше на тебя никогда не смотреть. Ты хочешь узнать, почему я это сделала? Я понимаю, что это никак не оправдывает меня, но я просто хочу, чтобы ты знал и не мучил себя вопросами. В тот момент в своей жизни я мечтала лишь об одном — найти свою родственную душу. Ни о чем больше не могла думать, кроме этих поисков. Можно сказать, желая только надежды на то, что в определенный момент в своей жизни я встречу человека, который сможет разделить со мной все радости и печали. Я очень хотела найти такого человека, который бы понял меня или был бы очень похож на меня, потому что всю свою жизнь мучилась я от одиночества, ибо нет абсолютно ни одного человека, который бы хотя бы отдаленно напоминал бы мне меня. Все казались совершенно другими и несопоставимыми со мной. Время шло, злости во мне накапливалось все больше и больше, что в итоге привело меня к желанию выплеснуть ее на ком-то. Тогда я впервые пыталась поговорить с Богом, но он меня не слышал. Я очень хотела, чтобы он забрал меня к себе, так как я окончательно разочаровалась в жизни и пришла к выводу, что в этом мире попросту нет таких же людей, как я. Особенно это касалось мужчин. В каждом из них я пыталась найти подобие Бога, но ни один из них, к сожалению, ему не соответствовал. После этого совершила я самую фатальную ошибку. Я сказала Богу нет и отреклась от него, так как шли годы, а в моей жизни так ничего и не менялось. Разве что только мне становилось хуже, так я окончательно потеряла какую-либо надежду. Ну, а дальше я пришла к выводу, что раз уж я не смогла встретить человека, который был бы близок мне душой, быть может, тогда нужен тот, в ком течет такая же кровь, как моя. Да, ты мне не был родным братом, но, пожалуй, был самым близким среди всех родственников. В тот момент я выплеснула на тебя всю злость, все свое отчаяние. Мне просто хотелось обладать кем-то. Но с тех пор не проходило ни дня, чтобы я не каялась за содеянное. Однако свою внутреннюю пустоту мне помогла заполнить Библия. В 39 книгах я смогла найти все ответы на вопросы, которые мне были так нужны. Я хочу, чтобы ты, Иосиф, тоже открыл свое сердце небу и перестал страдать так же, как некогда я. Ну же, давай помолимся и вместе придем к счастью.
Давай, вставай, делай что-нибудь, делай, давай, а. Чиж, корова. Ты должен вообще жалеть, что человеком родился, а? Какой ты Вера сама меня попросила. Чего она тебя там попросила? Ты еще не понял? Она с тобой только из-за жалости встречалась, потому что она добрый человек. Ей жалко таких, как ты, мрази, понял? Ежу понятно, что мы вовсе не любим. И ты ее не любишь. Завали рисовалка. Такому как ты только члены на заборах рисовать, понял? Вот. Забери, кстати. А это у нее дома больше висеть не будет. А? Глаза мозолят. Понял? Вставай, давай, пошел отсюда. Костя, я дорисовал картину. Сука, нахуй твоя картина? Ты вообще как можно рисовать, осознавая, что в мире происходит? Зачем мне они уже? Ты сам хотел. Мало ли, что я тогда хотел. Тогда мы жили в другом мире, с другими приоритетами. Многие когда-то говорили, после Холокоста поэзия невозможна. Так сейчас та же история, понимаешь? Зачем нам нужно искусство? Зачем нам нужен Лермонтов, Толстой, Пушкин, Достоевский, если люди даже их произведений не читали? Вот статья Толстого, одумайтесь, про русско-японскую войну. Не про сегодняшний день написано. Вот зачем нам вообще говорить о искусстве, если сознание людей как и было, так и будет таким же? Ладно, показывай. Давай. Ну и что это? Какой это вообще имеет смысл для государства, для какого-то политического движения? В смысле? По-твоему, вообще зачем меня кому? Все политизируешь. Потому что без этого искусство не имеет никакого смысла. Вот ответь мне просто. Для чего ты рисуешь? Я хочу вызвать у людей эмоции. Я хочу, чтобы они задумались о своей жизни, о прекрасном. Менялись. Я хочу возвыситься над этим миром и возвысить людей. И я верю, что в сознании каждого человека есть свой маленький, может, большой мир, погрузившись в который, познав который, человек станет лучше как личность. О каком вот этим мире, блядь, прекрасном может идти речь, когда, сука, ежедневно гибнут люди по всему миру? Я тебе так скажу. Толстой не дал никому повода задуматься. Хотя о нем слышал, сука, каждый человек на планете. Толстой не смог изменить нашу реальность, нашу мораль. Так почему ты решил, что ты что-то сможешь? Я не ставлю себе таких целей. Для меня рисование — хобби. Если хотя бы одного человека смогут изменить мои картины, моя цель как художника будет выполнена. Тогда ты ничтожен. Что ж, наконец-то это свершилось. Я закончил ту картину, над которой работал последние несколько месяцев. В ней я отразил весь свой жизненный путь. Здесь нашлось место всем моим близким. Но я все равно ей недоволен. Ибо чтобы ее понять, нужно понять меня. Все, что со мной произошло. И без контекста люди будут смотреть на нее кощунственно. Как просто набор красивых образов. Я этого допустить не могу. За это время она стала слишком личной для меня. Настолько личной, что я потерял ту грань между произведением искусства и его автором. И даже если я повешу эту картину на стену, какой будет от этого толк?
Она полностью завладела моей жизнью. Даже заменила ее. И в состоянии такой зависимости я потерял всякую свободу. Ибо все в сравнении с ней меркнет и превращается в пепел, в прах. Я понимаю, что любая следующая нарисованная мною работа будет на порядок хуже, она будет ничтожеством, если сравнивать ее с этой. Потому что это лучшее, что когда-либо было мною создано. И вот говорят, что если ты уничтожаешь произведение искусства, то ты уничтожаешь часть себя. И я прихожу к выводу, что я должен от нее избавиться, чтобы навсегда избавиться от своего прошлого. И я должен ее уничтожить. Как в физическом воплощении, так и в своем воображении. Только так я навсегда забуду, навсегда избавлюсь и смогу жить дальше. Потому что она полностью соткана из моего прошлого. Соткана из всего, что со мной произошло. Прощайте.